Зеленский нашел способ заставить Путина закончить войну. Кремль вынужден принять ключевое решение. Конец уже через 2 месяца. 10 стратегических объектов в Крыму уничтожены. Высадка десанта и побег чиновников. Получен срочный приказ. Технику вывозят с полуострова. Глава российского генштаба под следствием. Герасимову предъявлены обвинения. Россияне применили новое мощное оружие. ПВО не была к этому готова. Серьезный вызов для украинской обороны. Об этом и многом другом к вечеру 3 июля. Вечер пятницы, время отдыха, но перед этим все самое важное за день. В эфире «Нехта», я Дарья Петрова, а вам спасибо, что остаетесь с нами. Начинаем. Траур в Киеве. Украинская столица скорбит по жертвам самой смертоносной российской атаки с начала года. Число погибших выросло до 30 человек. 10-летний мальчик, скорее всего, остался сиротой. Его родители числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается уже 2-е сутки. Офис генерального прокурора Украины начал расследование военного преступления по факту атаки и прямо назвал виновного в этих смертях. У российского террора есть конкретные имена, должности и приказы. По нашим данным, именно Герасимов объединил в единый преступный замысел действия дальней авиации, Черноморского флота, сухопутных войск и подразделений беспилотных систем. Вчера на место полуразрушенного жилого дома приехал лично Владимир Зеленский и пообещал справедливый ответ за этот террор. Но главное не только обещание мести. Президент Украины прямо сказал, что угрозы Крыму не заставят Путина остановить свою агрессивную войну. По его словам, единственное, что действительно способно вынудить Кремль прекратить боевые действия, это угроза самой Москве. Острів Москва может тільки змусить. Зеленский также обвинил Путина во лжи, заявив, что все его слова о трепетных чувствах и любви к Крыму не имеют ничего общего с реальностью. Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, это ложь, как и восток нашей страны. Он знает его только по докладам своих офицеров и своих команд. его команд. Пока Киев скорбит по погибшим, издание The Telegraph раскрывает суть новой тактики воздушных атак РФ. Столица Украины все чаще подвергается налетам реактивных беспилотников. Как отмечает автор публикации, в ночь на 2 июля Москва применила рекордное количество таких дронов. Новые модели оснащены турбореактивным двигателем китайского производства, что позволяет им развивать максимальную скорость до 500 км в час. Это почти втрое быстрее прежних моделей. Украинские дроны-перехватчики за ними просто не успевают. И в ход идут ракеты противовоздушной обороны. Именно этого Россия и добивается – израсходовать украинскую ПВО, прежде чем пустить баллистику. За 4 года войны Украина выстроила многоуровневую систему защиты, дроны-перехватчики, ракетные комплексы, мобильные огневые группы, РЭП. Но реактивный «Шахед» — это новый вызов для всей этой системы. Чем больше таких дронов в атаке, тем смертоносней комбинированный удар. Украина планирует завершить войну к осени. И отпевание Кремля уже началось. Зеленский жестко намекнул Путину, что ему не выжить. По крайней мере, так 40-дневную операцию Киева, призванную заставить Россию сесть за стол переговоров, трактует The Economist. Издание пишет, что в августе Путин будет решать, начинать ли новую осенне-зимнюю кампанию или замораживать фронт. И Зеленский хочет подвести его к этому моменту с максимальным давлением. Главная ставка – логистика. ВСУ системно бьют по НПЗ, нефтебазам, мостам, железным дорогам, паромам и военным объектам в Крыму. По украинским оценкам, у российской группировки на полуострове осталось топлива на несколько недель. За 3 месяца уничтожено более 70 российских систем ПВО. Грузопоток по трассе Мариуполь-Крым сократился на 71%. Но реальность сложнее. Крым пока не изолирован. На Донбассе ситуация остается тяжелой. Россия сохраняет преимущество в людях и боеприпасах. The Economist полагает, что 40 дней – это скорее прием психологического давления, чем жесткий ультиматум. Впрочем, война все чаще приходит в российский тыл, а ее цена для России становится все выше. И август покажет, сработало ли это. Обратный отсчет уже запущен. Украинский десант в Крыму. Правда, пока только на бумаге. Россия смоделировала сценарий того, чего боится больше всего. The Insider обратил внимание, что в РФ провели командно-штабную игру «Крымская побудка» – отработку возможного наступления ВСУ на полуостров. Об этом рассказал непосредственный участник игры. Синяя сторона ВСУ действовала нестандартно, широко применяя новейшие средства обнаружения и поражения. Красная сторона была вынуждена действовать от обороны. Речь идет не о классическом десанте времен Второй мировой с сотнями кораблей у берега.
Сценарий моделирует современную операцию: дроны, дальнобойное высокоточное оружие, разведывательные системы, быстроходные катера. Показательная деталь: карта, опубликованная в посте Мураховского в системе координат 1942 года. То есть даже в смоделированной ситуации на 5-й год полномасштабной войны Россия собралась бороться с современным противником по картам дедов и прадедов. Крымские чиновники пакуют чемоданы. Буквально. Агенты движения АТЭШ сообщают, оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили срочный приказ до 3 июля эвакуировать все ценные документы и технику. Распоряжение поступило от так называемых властей Крыма и касается ряда других администраций тоже. Реакция местных чинуш говорит сама за себя. Некоторые чиновники, у которых был доступ к служебному бензину, внезапно заболели, оформили отпуска по состоянию здоровья и поспешно уехали подальше, в Краснодарский край. АТЭШ напоминает, в прошлый раз их информаторы сообщали о переводе оперштаба на круглосуточный режим, и вскоре последовал один из самых мощных ударов по военным объектам Крыма за многие месяцы. Совпадение? Едва ли. А времени остается все меньше, как и света в Крыму. Силы беспилотных систем методично тушат его удар за ударом. Только за ночь поражено 10 объектов энергетики. Птицы СБС создают напряжение для оккупантов. Крымский выключатель. В течение ночи отключено +10. Крымские коллаборанты, судя по всему, чувствуют приближение расплаты, а на российскую ПВО рассчитывать особо не стоит. Вот и получается, документы в машину, сами в Краснодар. Как думаете, что произойдет 4 июля? Специальная бензиновая операция вышла за пределы России. Москва начала экспортировать свою проблему соседям. В Узбекистане бензин за июнь подорожал на 12%. Исторический рекорд. Предложение на бирже сократилось вдвое. Ташкент покрывал большую часть внутреннего спроса за счет импорта из РФ. В Кыргызстане перебои с поставками. Украинские дроны жгут российские НПЗ, а волна кризиса расходится по всей Центральной Азии. Россия втянула регион в свою войну и теперь делит с ним последствия. Да и Путина все чаще надувают. Якобы безусловная поддержка стратегических партнеров стала больше походить на иллюзию. Накануне Reuters писал, что Россия начала морские поставки бензина из Индии. Министр нефти страны опроверг это утверждение, заявив, что Индия топливо Москве не поставляет. Правда, с оговоркой: бензин продают через трейдеров. Казахстан тоже не спешит на помощь. Reuters сообщал о готовящихся гуманитарных поставках бензина из Астаны. В казахстанском Минэнерго жестко ответили, что поставок не будет до официального запроса из Москвы, а его не поступало. Естественно, не бесплатно, и только если у самого Казахстана хватает топлива и нет рисков для собственного рынка. То есть, в теории, возможно все. На практике – вряд ли. Топливный кризис накрывает уже не только Россию, а союзники почему-то не хотят безвозмездно помогать. Интересно, почему? Нож в спину вонзил и дружественный Таджикистан. Z-блогерам начали блокировать счета в местных банках. У меня давно была карта таджикского банка, и тут прилетает уведомление, что счета закрывают. На мой вопрос «почему?» мне радостно сообщили: по причине, что я нахожусь в санкционном списке ГУР Украины. Таджикские банки, судя по всему, решили не рисковать репутацией ради российских военкоров. Тем временем конфликт Украины и Польши вышел за рамки орденов. Теперь под удар попала оборонка и судьбы людей. Варшава окончательно отказалась передавать Украине свои истребители МиГ-29. Самолеты, которые планировали обменять на украинские технологии производства дронов, просто спишут. Их модернизация не планируется, а возможным результатом вывода из эксплуатации может быть в том числе утилизация. Министр обороны Польши заявил, что Киев якобы не выполнил договоренности. По его словам, на ситуацию также повлияли политические и исторические разногласия между странами. МиГи с 1989 года служили в польских ВВС. Теперь пойдут на запчасти или в утиль, вместо того, чтобы воевать против России. В польскую столицу прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. На встрече с главой МИД Польши Сикорским украинский министр попытается деэскалировать историческую войну. Идея включить в пантеон героев, за создание которого проголосовала Верховная Рада, генерала армии Украинской Народной Республики. Он совместно с поляками освобождал Киев от большевиков и руководил обороной города Замость от советских войск. В то же время The Telegraph сообщает, что украинским беженцам грозит выселение из-за конфликта Киева с Варшавой. С 1 июля Польша прекратила госфинансирование проживания для украинских женщин с детьми, а также для пожилых людей, получающих польскую пенсию, даже если ее размер составляет всего несколько десятков злотых. По сути, сбежавшим от войны украинцам говорят: сами найдите жилье, устройтесь на работу или возвращайтесь домой, в свою войну.
Но война может недолго оставаться лишь украинской проблемой. Москва, похоже, готовит провокацию против Польши. И об этом говорят не только эксперты в интернете. США предупредили Варшаву. Россия планирует вооруженную операцию. Об этом пишет польское издание «Онет» со ссылкой на источники, близкие к президенту Навродскому. Реализация в ближайшие месяцы. Сценарии разные. Атака дронов на критическую инфраструктуру. Имитация авиаудара, чтобы вынудить Польшу активировать ПВО. Или, самый жесткий вариант, вооруженное вторжение в приграничный район с участием российских или белорусских солдат. Российский наземный удар мог бы быть нанесен либо из Кёнигсберга, российского анклава к северу от Польши, где размещено ядерное оружие, либо из Белоруссии. Москва могла бы представить это как случайный заход из-за сбоя навигационных систем или спасательную миссию. Мы считаем, я говорю так, от имени какого-то коллектива, что это могут быть не широкомасштабные действия военные, а тестовые военные удары. Как вы сказали, взять этот Даугавпилс и захватить хотя бы на 3 дня. И посмотреть, что будет. А будут ответные действия. А НАТО-то есть? Или, как там Каспаров говорит, может быть, от НАТО уже остались 4 буквы? Расчет прост. США надавят на Польшу. Та идет на переговоры с Москвой вместо силового ответа. А главным требованием России станет прекращение западной помощи Украине. Поэтому Путин думает, они там слабаки. Мы сейчас шибанем, а они будут в 3 чтениях принимать, так сказать, с перерывом на обед, 2-часовой обед. Это решение хрен знает сколько, и потом это все заиграется, и мы тут уже в дампе. Если темпы принятия решений в Европе в военное время будут такими, то можно заранее понимать, чем все это кончится. Совершенно точно ничем хорошим для Европы это не закончится. А на закуску курьез из Германии. Там ночью похитили Пушкина. Бронзового. Целый памятник классику срезали с постамента и унесли. И прежде чем кто-то закричит про войну с русской культурой, спойлер от местной полиции. Воров интересовал не Пушкин, а бронза. Статую, скорее всего, уже отправили на переплавку. Мэрия обещает 1000 евро за наводку на личность преступников. В сети уже мрачно шутят. Глядишь, этот металл еще и вернется в виде снарядов на фронте. Вот так русское все, скорее всего, уже ушло по цене цветмета. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий. И до встречи уже утром.